Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич. И сегодня у нас в студии гость, которого вы, наверное, надеюсь, кто-то из вас видел в рамках проекта «Точки сборки». Советник генерального директора Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Есть она у нас такое, никуда не делась, вполне себе работает и работает. Автор лучшего изобретения России 2018 года, капитан дальнего плавания Юрий Арсеньевич Чижков. Добрый день. Рад очередной встрече. И поговорим мы сегодня, я думаю, что эту тему все уже успели забыть. Если ее постоянно не поднимать, в обязательном порядке забудем. Поговорим мы о том, что из себя представляет зимнее плавание в наших водах. Вот у нас, если кто-то забыл, в России много, 13 морей, из них одно вообще собственное, и белое это недалеко ушло. Количество рек, наверное, и пересчитать сложно. И зимой, как известно, наши реки встают, причем вплоть до самых южных. У нас даже Каспийское море иногда льдом покрывается, год на год не приходится. И одна из тех проблем, которые в России есть, она сейчас становится все более очевидной. РЖД с грузопотоком не справляется, несмотря на расширение транзитных мощностей, грузопоток падает. Как они этого добиваются, это какая-то отдельная история, отдельное искусство. Но при этом, если поднимать статистику прошлого года, более-менее известную, из всего грузооборота в России на речной флот приходится чуточку более 1%. При этом 23-22 году был огромным скачком, сразу на 10% вперед. Раньше было меньше 1%, а сейчас больше 1%. На мой взгляд, ничего хорошего в этом нет. Исторически Россия росла и ширилась именно за счет рек. От Поморья до Тихого океана мы шли по рекам. Традиция у нас такая была. Если кто-то старые книжки полистает, можете в этом убедиться. Книги о истории России. А сейчас мы с рек ушли. И я не думаю, что это было самое лучшее наше решение. Мы много слов слышим о нашем Северном морском пути. Грузооборот по сравнению с советскими временами, конечно, вырос уже в 7 раз. Величины такие очень серьезные, тем не менее. Что перемещается по акватории Северного морского пути. Что в Арктике добыли, то и повезли. А реки, которые могли бы давать дополнительный грузооборот, тем самым оживляя территории приречные, они, собственно говоря, стоят. Есть какой-то поток в Енисее, потому что жив Норникель работает. Есть поток в Обской губе, потому что там и нефть добывается, и газ добывается, и сжиженный газ производится. Собственно говоря, я все и перечислил. Пока у нас больше ничего нет. И мы пытаемся доказать, что это очень полезно. Полезно, когда нам есть что возить. Для этого нужно уметь ходить. Атомные ледоколы – это здорово, с учетом того, что средняя глубина реки Лена сейчас около 3 метров, по-моему. В верховьях даже меньше, а в устье, там, где к Тикси, там, да, 3, и на баре 5 такое. Отдельная история, как построили пристань Усть-Кут, но это усилия иркутской независимой компании, которая строит газоперерабатывающий завод. Ей нужно было поставлять грузы, они взяли себе и углубили там все, что захотели. Оказывается, мы это можем. Главное – захотеть. Нас не так давно уверяли, что Амур не может быть судоходен, пока «Газпром» не стал строить газоперерабатывающий завод, и тогда выяснилось, что от устья до впадения реки Зея Амур судоходен, 1000-тонные грузы можем провозить. Было бы желание. Такая преамбула длинная. Давайте послушаем Юрия Арсеньевича. Он нам расскажет, что такое традиционный ледокол, неважно какой, атомный, дизельный, дизель-электрический, и в чем заключается его изобретение, а потом подумаем, почему это, наверное, изобретение самое разумное начинать прикладывать в реках, а уже потом выходить в океаны. Океанов у нас тоже много. 3, если, опять же, кто-то забыл. Юрий Арсеньевич, рассказывайте нам про ледоколы. Спасибо за такую возможность напомнить нашим всем зрителям о продвижении проекта мелкосидящего ледокола со ступенчатыми обводами Помор-Ваир. Вы это видите, вы это знаете, эти ступенчатые обводы. На сегодняшний день хочу сказать, что усилиями Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и нашими авторами этого изобретения мы добились того, что Минпромторг в лице Департамента судостроения дважды поручил Крыловскому центру провести второй этап испытаний, то есть самоходных испытаний этого инновационного ледокола со ступенчатыми обводами.
А зачем нужны ступеньки? Хороший, конечно, вот давайте по порядку. Прямо вовремя. Вот зачем? Да. Ледоколы и суда ледового плавания, как вы можете видеть из многочисленных победных, в кавычках, я считаю, репортажей о нашем судоходстве по Северному морскому пути, мы знаем, что обводы носовые у этих судов, так называемые ложкообразные, то есть они закругленные и предназначены для того, чтобы судно или ледокол в основном своей массой, а масса у него несколько десятков тысяч тонн, залезал на ледовый покров и то под есть форма тяжестью... носа для того, чтобы он мог выйти на поверхность льда из воды. Такая вот она ложкообразная. И дальше своим весом просто продавливает вниз. Продавливает, лед изгибается, уходит вниз, облепает округлые обводы корпуса. И вот такая ледовая рубашка, она тормозит движение судна, потому что трение льда о сталь около 0,1, то есть коэффициент 0,1, то есть 10%. И дальше этот лед, мы знаем, что лед легче воды, обходя традиционные обводы вот ледокола. Ледокол ушел, оставил после себя. Да, и этот лед всплывает и заполняет канал, который пробил со своей мощью, с такой огромной, как атомные наши ледоколы, 60 мегаватт, и ширина 34 метра, и канал с такими размерами забит льдом. А лед – это куски, мы знаем, аккумулирующие тот холод, который находится в это время на поверхности, там или 20, там или 30 градусов. И, естественно, в воде с нулевой температурой или там -1, что соленая вода позволяет, они быстро за сутки, за двое смораживаются. И у нас получается в результате в канале как цемент с арматурой, с камнями, еще крепче, чем ровное ледовое поле, и ледоколам приходится через 3-4 дня, максимум, может быть, через неделю, ходить уже снова прокладывать новый канал в новом льду, и результат тот же самый. То есть, еще раз, караван прошел 2-3 дня, то, что он наломал, замерзло по новой, причем именно в наломанном виде, не так, как замерзает льдина, а вот как торосы и прочее, вот оно замерзло, неизвестно в каком виде, ломать его будет уже намного сложнее, это просто крепче. Следующий караван должен находить поле нетронутого льда, прокладывать новый канал, который через 2-3 дня снова замерзнет. Да, такая вот процедура, она повторяется, но особенность, та отрицательная особенность заключается в том, что караван состоит всего из 2 судов. То есть ведущее судно – это ледокол, у него на корме есть такой вот тоже вырез, ласточкин хвост. Здесь на коротком буксире судно, ведомое грузовое, притягивается, и ледокол может провести во льду толщиной метр-полтора всего одно судно. То есть, если мы начинаем считать, то получается для этого метрового льда 60 мегаватт мощности на 15 тысяч тонн – это нерационально. Поэтому мы и не можем увеличить объем перевоза грузов, а только... Не, он растет, но растет за счет того, что увеличивается число атомных ледоколов, быстрее бегать стали, ход у них немножко другой, но не более того. Да. Вот это изобретение появилось... Это изобретение появилось в 1918 году. И оно появилось не просто как с бухты-барахты. До этого я начинал работать в Арктике с 1965 года, с марта месяца, после окончания училища. И если мы с 1965 года до 1918 года, то... До 2018, уж так далеко не отбегайте, а то мы уже за 100 лет ушли. Да. В 2018 году был получен патент вот на эту пилу. Давайте про эту пилу, чтобы, опять же, понятно было, о чем речь идет. Вопрос, то есть, вот традиционный ледокол поднялся на лед, раздавил, после себя оставил это крошево, через 2-3 дня оно замерзло, можно тащить все по новой. Значит, лед – это кристаллическое вещество, которое легко трескается. И оно имеет сопротивление, свою прочность разную в зависимости от направления действия на кристаллы.
Если мы двигаем на кристаллы вдоль, то нужно для разрушения этого кристалла, для ломки кристалла, мощности или массы ледокола в 3-4 раза меньше. Поэтому мы после изучения многих патентов, они разные, пришли вот к такому носу. Нос этот придумали наши предки, поморы, которые жили по побережью северного нашего ледовитого океана. И они ломали этим носом острым лед и дальше уже продавливали и ходили через полыньи, а там, где был толстый лед, они свои кочи поднимали на лед и тащили, и так они доходили до устья Лены. Представляете? Ну, такой нос, наверное, даже не ломает, а режет лед, да. Если уж точнее. И вот если, говорить. Да, такая вот получается льдина впереди, этот ледокол ударяет острым носом в лед, получается так называемая магистральная трещина. Лед – это пластина, которая лежит на упругой поверхности. И как только появляется трещина, его прочность уменьшается сразу на 30-40%. Уже нам нужно меньше усилий, чтобы дальше разрушить. И когда этот острый нос движется в эту трещину заходит, то вот эти вот ступени под наклоном, они лед продавливают вертикально вниз. Если у этих ложкообразных обводов традиционных, на лед действует сила в 3 направлениях, то есть вперед, вниз и в стороны, потому что это округлые обводы, такая ложка. Здесь же при движении ледокола усилие идет только вдоль, это для движения судна, и вниз, чтобы сломать лед по вертикали. И сломанный лед потихоньку, по мере движения судна, образует канал. Деваться ему некуда. Да, сломать нам нужно всего там 20-25% мощности. Дальше вот этот лед идет по нашим наклонным ступеням вниз, и вот этим передником на ходу давлением воды эти небольшие обломки, небольшие там по ширине ступеней, там 2 метра, 3-4 метра всего, они уходят под покров льда, и так как лед легче воды, он старается всплыть. То есть нетронутый лед, он его держит, не дает ему подняться, оставляя чистый канал. И он примерзает снизу к этому покрову ледовому, но уже за каналом, и поэтому эти льдины не могут выйти обратно в канал и заполнить его, как это получается у наших традиционных ледоколов с ложкообразным носом и с округлыми обводами, вдоль которых льдины идут на корму. То есть канал остается чистым, какую-нибудь недельку уже. Уже можно о чем-то думать. Канал замерзает, если это припай или если это устье рек, канал замерзает 1,5-2 сантиметра в сутки до образования такого слоя примерно 15-20 сантиметров. Дальше лед, он изолятор, намерзание замедляется, и он будет нарастать, может быть, целый месяц. То есть в неподвижном льду, в устьях рек, в береговом припае канал может держаться несколько недель. Или месяцев. Пару недель гарантированно. Да. И поэтому даже если температура будет сильно понижаться. И так как мы же в Арктике ходим не кто куда хочет, а у нас есть специальные маршруты, есть грузы, которые нужно довести в определенные порты, и мы, проложив такие каналы по нашим маршрутам необходимым, мы только будем поддерживать через 10-15 дней этот канал, как говорят, почищать. Мы же зимой дороги чистим, и железные, и автомобильные, поэтому и на севере мы также должны в льдах прочищать этот канал, но уже не прокладывать новый, хотя это тоже возможно, потому что такой ледокол, вот как наш, мы рассчитали и провели испытания, при этих размерах 100 метров длины, 20 метров ширины, 5 метров осадки, то есть то, что мы с вами видим, идет ватерлиния, он может ломать 2-метровый лед при 5-метровой осадке и при мощности гораздо меньше, гораздо это в такой 2-метровый лед мы можем ломать при мощности в 10 мегаватт
силовой установки. Не 60, как сейчас. Ну вот изобретение было зарегистрировано в 2018 году. Вы же не пришли вот с моделькой и рассказали, и вам выдали патент. Вот как проверяли? Кто проверял? Когда мы это все оформили, изобретение, для изобретения необходимо обязательно эскизы. Мы сделали эти эскизы до того, как уже подать изобретение, и проверили работу вот таких обводов по специальной программе, она называется CFD, в Крыловском нашем Корабелке, это наш самый лучший кораблестроительный университет. Мы там проверили на кафедре гидроаэроакустики, и CFD все диаграммы показали, что да, такие ступенчатые обводы, они меньше имеют сопротивления для движения в воде. Только после этого, на основании этих данных, мы сделали цифровую модель нашего ледокола, и уже по этой цифровой модели в Крыловском центре была изготовлена модель в масштабе 1 к 17,5 по отношению к судну, которое мы рассчитали фактически, как я говорил, 100 метров длины, 20 метров ширины и 5 метров осадки. И вот уже с моделькой вас пустили поплескаться в бассейн. Да, мы прямо в Крыловском центре заключили с ними договор на испытания, разработали тактико-технические характеристики вот этой модели, и испытания были проведены не просто так, что протащили по льду. Было наморожено 3 толщины льда, то есть одна толщина 80, которая обычно бывает и в устьях рек, и вторая была 1,20 м, и третья – это та самая сложная ситуация, когда за ледоколом большим атомным в этих вот тертых льдах на толщине льда 2 метра эта модель прошла, и в каждом льду испытывали на 3 скоростях, потому что проверить и тяговые характеристики, и проверить его ледопроходимость, и всю физику взаимодействия таких обводов со льдом разных толщин. И каковы результаты испытаний? Что сказали в Крыловском центре? Комиссия же наверняка была, там же не 2 человека собралось. Во-первых, на испытания мы пригласили многих людей из конструкторских бюро, с заводов. Был представитель завода нашего известного Балтийского, были представители из ОСК, были представители из нашего Айсберга и Петробалт, и я могу еще там назвать 18 человек, присутствовало, все видели своими глазами. Отчет... Добрый человек с красными глазами из Атомфлота пришел, кровавым глазом посмотрел на это или нет? С Атомфлотом у нас отдельные взаимоотношения. До начала еще испытаний мы к ним обращались для обсуждения вариантов строительства, но мы получили отказ 3 раза, что ледоколы сегодняшние Атомфлота самые лучшие, никаких улучшений это не нужно. Но мы обычно не сдаемся на такие отказы. После испытаний уже с результатами, с отчетом в 50 страниц, подписанным 13 сотрудниками, из них и доктора технических наук, профессора, все подписали и сказали, да, ледокол эффективно ломает своими ступенями ледовый покров, и при этом образуется чистый канал за кормой этой модели, которую мы испытывали. Но для обсуждения уже результатов испытаний мы обращались ко многим компаниям частным, которые работают в Арктике. Ответ был такой. Обеспечение ледового плавания и обеспечение перевозки грузов в Арктике – это задача государственная. Об этом сказано на всех форумах, написано во всех документах, и об этом сам президент говорил несколько раз. Государственная задача – обеспечить безопасное плавание по Северному морскому пути с перевозкой всех тех грузов, которые необходимо, и в первую очередь то, что мы там добудем. Давайте на землю грешную. На самом деле ведь в Крыловском центре 2 этапа испытаний. 2 этапа. Вот давайте вот так вот просто на землю опускаемся, не бесплатно. Просто дело в том, что
Первый этап... Я правильно понимаю? Да, правильно. На первом этапе у вас были личные деньги, они кончились, на второй этап все. Ну что, сколько можно из там себя... Там денег было немножко, там 3,5 миллиона, поэтому хватило на первый этап испытаний, так называемый буксирный, и на изготовление моделей. И потом на встрече в рабочей группе 3, которая должна была одобрить как раз второй этап испытаний, мы на основании отчета обсудили все эти результаты. Рабочая группа 17 человек за при одном воздержавшемся проголосовали «да», подготовить тактико-технические характеристики на уже этап самоходных испытаний. А самоходные – это что? Вот вы видите здесь винты у нас в туннелях. И модель была сделана таким образом, что тут можно поставить винты, настоящие, по размерам модели. Здесь специально, видите, где у нас водометно-рулевое устройство, 2 сопла. Мы отказались от пера руля как самое слабое место, звено в ледовом плавании. То есть модель была сделана такая, что ее можно было превратить из модели, которая на буксире, в самоходную модель. Для этого нужно было денег побольше в 10 раз, чем на первый этап испытаний, потому что там нужна вся эта подготовка. И никто не захотел внести... Вот на этом вы вмерзли в лед. Желающих помогать нет, потому что это прямая конкуренция всему тому, что мы видим в акватории Северного морского пути. Правильно? На сегодня все правильно, я тут с вами согласен. При этом все говорят, что это очень хорошо. Действительно, лучшее изобретение в 2018 году в России на основании конкурса, насколько я понимаю, проходил. Да, ежегодный конкурс ВАИР, да, он проходит. Но дело еще, смотрите, чтобы как-то не ошибиться в этом, мы вот эту идею обсудили в нашем кораблестроительном университете, и там был начальник кафедры судостроения и эксплуатации. Это доктор технических наук, профессор. Там был у нас директор по науке Крыловского центра, Половинкин Владимир Николаевич, он тоже доктор технических наук, он профессор. Они поддержали этот проект. Дальше мы прошли обсуждение проекта в Институте Арктики и Антарктики. Там Лихоманов, он руководитель как раз отдела ледовой прочности всех ледовых испытаний, судов, которые используют Институт Арктики, тоже одобрили. После этого мы еще раз прошли экспертный совет в Крыловском центре Маринерус, и они поддержали проект и рекомендовали его на получение гранта. Но грант общественным организациям, как ВАИРу, никто не выделяет. И поэтому мы сами через Министерство промышленности и торговли начали продвигать этот проект, потому что это государственно и для государственных нужд. И мы хотели этот патент отдать государству, чтобы его никто не мог, по-простому говоря, слезать и сделать что-то свое. Хорошо, то есть расчет был на то, что денег у вас нет, вы немножечко потолкаетесь во все двери, все скажут, что это очень красиво, и на этом все закончится. Но вы решили не останавливаться. Убираем в сторону ледокол, потому что, и сам он будет стоить дорого, и прохождение второго этапа, раз денег не дают, значит, надо их заработать. Вернемся в реки. Не просто так с них начал. По рекам у нас ходят, раньше были самоходные баржи, сейчас таких, по-моему, уже и не осталось, тащит их буксир. В том случае, когда есть вода. Вот буксир, вот такой среднестатистический. Традиционный буксир. Традиционно он работает до той поры, пока не намерзнет в реках льда там сантиметров 10, да. И на этом мы и остановились. Соответственно, в Сибири у нас сезон рабочий полгода, в Европе чуть побольше. На юге, вот у нас там недавно появилось свое море Аральское, там чуть подольше. Но, тем не менее, для того, чтобы в Каспийское море попасть, нужно, чтобы все было в порядке с Волгой. Если на Волге лед, то, собственно говоря, на этом грузооборот и завершился. И опять мы просим РЖД, и РЖД нам объясняет, что на юг сейчас идут совсем другие грузы, а вы со своей коммерцией можете проследовать по известным адресам. Хотя, как известно, фронт и тыл должны быть едины. Если мы не выдерживаем с экономической точки зрения ту нагрузку, которая от нас сейчас необходима, то все очень печально. И появилась мысль, которая, на мой взгляд, инженерно весьма и весьма остроумна.
Не надо делать ледокол. Надо убедиться в том, что эта штука, это изобретение, которое позволяет не ломать лед, а резать лед, давайте так назовем, разрезать и убрать в сторону, с тем, чтобы оставить чистый канал. Инженерная мысль, вот, на мой взгляд, отработала у вас просто великолепно. Появилась идея вот таких присадок, про которую вы нам сейчас расскажете. Вот начните вот отсюда. Вот зачем это надо. Вот я подержу буксир, чтобы было понятно. Такая ледокольная приставка появилась для того, чтобы доказать всем неверующим, а таких очень много было, сейчас уже меньше, что такие вот ступени легко ломают лед и прокладывают чистый канал в реке. Это только вот носовая часть. Вот, чтобы было понятно, выемки вот эти видны. Естественно, они под размер, который требует буксир. Все, на этом операция по превращению буксира в ледокол заканчивается. Да, вы совершенно правы. Такой буксир в летнее время при чистой воде, он может толкать перед собой там несколько барж. 4, 5 и самые большие в больших реках, как в Миссисипи я видел, там идет 40 барж. Представляете, такая река. Но там льда нет, и у нас по Енисею и по Оби тоже можно такие толкать так большие составы. И по Колыме можно. Да, конечно, ширина, потому что... И по Лене можно продолжать. И по Лене, да, согласен. Поэтому как с тем, как приходит неожиданно зима, лед сковывает наши реки, и каждый год примерно 40-50 судов и барж, они замерзают во льдах вдоль рек и не могут прийти на свои базы для технического обслуживания. Это горе, конечно, но несчастье для судовладельцев, но это практика. Юрий Арсентьевич, большое спасибо. Большое вам спасибо за такую возможность. И я надеюсь, что в следующий раз мы можем показать зрителям небольшой видеодокументальный фильм о работе приставки на Москве-реке в ледовых условиях. Будем надеяться. Спасибо. Спасибо большое.